Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рыбы. Второй прогноз. Август 2025. Что спешит в вашу жизнь? Вот давайте узнаем. Хотя я должна сказать, планетарные транзиты в целом нам создают такую энергию, когда мы никуда не торопимся. И больше это время нас призывает внутренняя перезагрузка или даже к отдыху. Не торопиться, а может быть для себя ввести в такую добрую практику, как ежедневное восстановление, радоваться собственным победам. Или когда вы сделали, у вас удалось что-то совершить. Или преодолеть, может быть, посредством долгого, упорного либо труда, либо какую-то вашу задумку вы смогли осуществить. И вот когда мы себе говорим, какой же я молодец или какая я молодчина, мы уверенность в себе взращиваем. Это тоже будет очень важно, потому что это где-то помогает на последующий период не погрузиться в какие-то ненужные сомнения, а наоборот доверять самому себе и понимать, что да, для меня нет ничего невозможного, для меня все преодолимо. И если я сейчас не беру какую-то, ну, как высоту, значит, я разложу это по полочкам и пошагово я все равно сумею это совершить. Вообще, в принципе, не ставить перед собой в этот период какую-то высокую планку. Понимать, что даже если есть в нашей жизни ограничения, они не требуют от нас скорости или в каком-то прыжке преодоления этого барьера, а наоборот подмечать, что происходит вокруг, и дождаться того пункта, когда будет время, когда мы сами себе говорим «пора». Все это нам способствует, чтобы не было ни эмоционального выгорания, ни тревог, ни каких стрессов в нашей жизни тоже не было. Ладно, давайте с вами пойдем вперед. И первая сфера – это сфера отношения, любовь и личная жизнь. И мы достанем 3 карты по разным позициям. Первая – это у нас для тех, кто в паре, человек семейный. Для тех, кто один или одна, будет ли новое знакомство. Для тех, кто в сложных отношениях. Следующая карта – сфера ваших достижений. У кого-то работа, у кого-то учеба или грандиозные замыслы, может быть и так, или документы, подготовка каких-то согласований, контактов. Сфера финансов. Чего вы не видите? В чем вы, мои дорогие рыбы и рыбки, поставили точку, а тут окажется нет, многоточие, а могут быть такие дежавю. Ретроградный Меркурий нам может вернуть некоторые прошлые отношения, и совсем это не обязательно, что будут те персоны, которых мы рады видеть. И если были прежде какие-то проблемы во взаимоотношениях, нужно понимать, что вряд ли эти проблемы куда-то исчезли. И последняя карта как совет, что вам нужно услышать прямо сейчас, что нужно принять во внимание. Для тех, кто в паре, тут все идет своим чередом. Семерка Земли, ну, тут все развивается, может быть, есть какие-то темы, общие задачи. Спокойная карта. И, кстати, она призывает к терпению. Отчасти нам говорят, наступит время, и все плоды упадут к твоим ногам, и если в вашей паре есть какие-то планы на будущее. Тут все равно неспешность какая-то по этой карте идет. И карта, правда, призывает не торопиться, а может быть восстановить силы. И я здесь не вижу каких-то глобальных перемен или в то же время каких-то, ну, таких потрясений, даже если мы говорим, или внезапностей. Это размеренный период жизни для вашей пары. Для тех, кто один или одна. И по рыцарю мечей мы меняем направление. Кто-то из вас, если вы чувствуете, что хочется прекратить ваше одиночество, мы будем искать новые контакты, и это будет правильно. Карта подсказывает, вы можете расширить диапазон своего общения, впустить в свою жизнь новых людей. Может быть, когда вы сами что-то передумали. К примеру, решаете куда-то путешествовать, например, изучаете язык. Или когда посредством, ну, к примеру, где новых людей встретить, идете на курсы. Или пусть вы никуда не идете, а курсы онлайн. То есть вот есть какая-то составляющая, откуда к вам должны прийти вот эти новые люди. И через, кто знает, какой-то новый интерес вы можете встретить человека. И это будет связано не совсем, что вот прямо сразу, знаете, любовь такая вот
С первого взгляда нет, это холодная энергия. Здесь отношения начнутся с какого-то интереса общего, когда вас цель какая-то может объединить, или как может быть и творчество, или когда общее направление, общее дело, общая задача какая-то, или мотивация какая-то общая. Вот через такие энергии вы можете встретить, правда, человека нового. Я бы даже сказала, это что-то интересное может получиться, потому что новые отношения начинаются с дружбы. Здорово. Что может быть лучше? Дружба– это база продолжительных отношений, надежных отношений. Вот это как фундамент какой-то. Для тех, кто в сложных отношениях. Да для вас нет ничего невозможного. Туз земли. Правда, мы тоже, может быть, учимся выстраивать отношения, понимать друг друга. Туз земли– это еще и такая добрая карта, которая нам обещает и деньги, кстати, может быть, была какая-то перепалка именно по денежной теме, так тоже бывает. Но здесь все встает на свои места, или вы можете договориться. Может быть, это вы где-то принимаете вдвоем, проведя какие-то важные беседы, разговоры на чистоту, что, ну да, и один был неправ, и второй был в чем-то неправ. Тут правда, сама по себе дипломатия творит чудеса. Если вы в чем-то, допустим, понимаете, ну, была моя ошибка, мы можем всегда сказать, не обязательно там рассыпаться в каких-то любезностях и тысячу извинений. Да, я была не права или был неправ. Этой фразы вполне достаточно. И я могу предположить, что и партнер, если эти отношения действительно как по судьбе мы продолжаем, ну и где-то ваш партнер тоже может сказать, да и я тут вот что-то наследил или что-то неправильно думал. И тогда вы как устремитесь вдвоем в другом направлении. Все же мальчик нам изображен. Это как начало чего-то. Это какой-то пункт, как перезагрузка взаимоотношений. Имеется в виду новый этап отношений, поэтому и мальчик изображен. И он готов изучать своего партнера заново. Поэтому и книга, которую он держит под мышкой, нам говорит, что это может быть даже, знаете как, допустим, вдвоем вы, может быть, прежние отношения, которые строились, ну, сугубо на симпатии или внутренней эмпатии, они тут могут получить продолжение, когда вы друзьями друг другу становитесь. Или вас объединяет какое-то общее дело, общая цель, намерение или конкретно семейный бизнес. У кого-то и так. Но это возможность. Это, в принципе, еще карта обещает нам материальный успех. Давайте узнаем, что же нам тут про достижения. Ну, приготовьтесь к тому, что у вас могут, да, в разные стороны. Может быть, даже на работе, если у вас сейчас не период отпуска. Как будто и туда нужно пройти, или вот это нужно дело совершить, и в этом деле, в этой теме поучаствовать. Много людей вокруг вас и какая-то многозадачность. А карта нам говорит, а ты не торопись на все соглашаться. Вам в этот период для себя нужно определить, что же важно для вас. Иначе вы себя растиражируете. Самые разные какие-то моменты, может быть, и есть интерес, хочется в чем-то вам себя попробовать. Но в итоге потраченная энергия впустую, потраченное время, силы, энергия имеется в виду, может быть, как нервы впустую, такое тоже могу предположить. А потом, а что? Ничего, мы не получаем. И вот этот человек, который нам изображен в каком-то своем пространстве, нам ведь тоже говорят, ты отступи полшага назад, прежде чем ты начнешь на что-то соглашаться. Может быть, и просчитывать где-то придется, потому что жезлы иногда нам говорят, откуда ведь к нам приходят деньги. Может быть, это вы ищете работу, у кого-то так. И здесь нужно тоже где-то не замечтаться. Оставляйте для себя вообще, мои дорогие рыбы и рыбки, пространство для маневра. Если вы что-то слышите, или вам что-то предложено, или вам что-то интересно, и в одну сторону попробовать, и во вторую, в третью и так далее – не говорите кому-то безапелляционно «нет». Точно так же и не соглашайтесь безапелляционно. Как будто нужно продумать, просчитать, найти, может быть, еще какую-то информацию более достоверную. И мы это можем сделать, когда мы берем вот именно эти полшага назад для маневра. К примеру, говорим «я подумаю» или «я скажу тебе завтра, послезавтра», там, ну, любой период.
мы тогда за этот период времени мы не бездействуем, а мы именно для себя что-то проясняем. Потому что вам ваша какая-то деятельность, она должна приносить пользу именно вам. Поэтому и карта нам говорит, что много людей, много мнений давят на вас. Но для вас-то существует как будто одна стезя, одна какая-то тропа или траектория. И ваша задача именно это удерживать. Сфера финансов. Вы знаете, тут может быть и такая ситуация в августе, когда вы много проработали, кстати, по семерке жезлов, и как раз и откликались. Вот, может быть, это в предыдущий период. Очень часто ведь по семерке жезлов это у нас есть какой-то опыт. Не случайно человек нам показан на своей территории, и хоть и 6 жезлов буквально пытаются достать, но он-то один взял жезл, так, ну, на всякий случай. Он ни с кем не устраивает конфронтации, но парировать он готов. Вот этот самый опыт, когда проделал большую работу или много времени на что-то вы потратили по части ваших достижений, но тут у кого работа, у кого-то документы, у кого-то учеба, а вот и ныне этап, или нет какого-то отклика, энергообмена, имеется в виду за проработанное время или за проделанную какую-то работу, вы должны получить материальный эквивалент. Так вот тут недостаток. С одной стороны многозадачность, с другой стороны разочарование на сфере финансов. Поэтому нам карта и говорит, так ты еще раз не допусти. Но как будто у вас есть запасной вариант или есть у вас все равно, мои дорогие рыбы и рыбки. Здесь даже если был какой-то минус по финансам или когда действительно, ну, есть какая-то тема, когда вы остаетесь недовольны тем эквивалентом, который вы получаете буквально, может быть, на руки, то есть и альтернативные варианты, вот как эти два кубка, которые стоят на столе. Я могу сказать, что, посмотрите, все же на личную жизнь выпадает вам туз земли. Как будто деньги есть, деньги будут. Может быть, ну так в целом мы даже берем. У кого-то поддержка ваших близких, семьи. Тут вот, ну, самые разные моменты. Может быть, и будут какие-то такие отношения, когда вы, к примеру, поспорили со своим партнером. Именно из-за темы денег. Вот я говорила, как будто все равно материализм присутствует. И вы считали, что вот нет, я буду заниматься чем-то вот в одном направлении. Где-то партнер вам говорил, или партнер, или, может быть, какое-то контактное лицо, которое вам известно. Вам говорили, предупреждали, что тут овчинка выделки не стоит, но вы захотели попробовать. А в итоге вы понимаете, что нет, так дело не пойдет. И здесь вы будете говорить, что нет, я тут так больше не хочу. Вы словно меняете походку. Вы здесь будете на некотором выборе по части ваших достижений, работы, занятости. Ну, по крайней мере, одно какое-то направление вы, я вижу, будете пересматривать и искать, может быть, что-то другое. Хотя я не вижу тут самого по себе поиска, потому что тут больше нам даже говорят о том, что как будто это направление, оно в принципе уже есть. Ладно, давайте посмотрим, что же там вы не видите, но тем не менее деньги есть, деньги будут. Может быть, и был какой-то проект, и который вас, знаете, так вот захватил с головой, и вы прямо окунулись в какое-то творчество, вдохновение, или вам что-то явно нравилось, а вот пошло не так. И пошло не так, я не могу сказать, что само по себе дело, а эквивалент явно какой-то вот вас не устраивает, и тем не менее, чего вы не видите, ну, это есть возможность заработать деньги в каком-то ином проекте, через другую сферу достижений. И, может быть, вам, мои дорогие, любимые рыбы и рыбки, нужно было пройти какой-то минусовый опыт, даже через вот многозадачность или даже через какой-то финансовый минус, потому что вот, наверное, мы теперь точно будем знать, в каком направлении мы движемся. Я должна сказать, чего вы не видите. Семья тут, может быть, вас поддерживает. Меня смотрят люди из разных социальных групп, да, и разного возраста, и из разных стран. Но есть какая-то у вас точка опоры, я хочу сказать. Вот вы не видите, что есть какой-то явно проект, направление, если вверху у нас семерка жезлов, и мы говорили, тут важны вы сами.
и существует для вас какой-то один путь. Так это буквально путь к вашему благополучию, изобилию, процветанию, построению, может быть, личной жизни, отношений, а у кого-то чего вы не видите, какая-то личная история, может быть, по части даже, например, знакомств новых, то вот это та дружба, которая будет длиться длительное время. Потому что десятка пентаклей говорит еще и о наших близких. Кто знает, может быть, начинается что-то с общего интереса, а потом будет продолжено долгие годы. Я этого не исключаю. Что же там из прошлого к вам может вернуться? Ну вот опять же какая-то многозадачность. Вы можете даже себя корить за то, что вы на что-то согласились, что себя на потом оставили. К вам могут вернуться и люди, которые, как я уже говорила, не принесли добрых эмоций. Вам хочется быстрее завершить какую-то тему, в которой отдано много сил, но не получено эквивалента. Потрачено, самое главное, много времени. Вот вы можете этот период оценивать, может быть, это и не совсем период августа, может быть, это еще и где-то период июля. Все же мы все разные, потому что тут явно вы уже приходите с какими-то выводами, как будто, ну, в течение первой половины августа это точно, когда не хотите что-то продолжать. Вы, наоборот, тут хотите какой-то перезагрузки или с чем-то определиться. И у вас для этого сейчас очень добрая энергия. Словно все карты говорят: вспомни о себе. Вот правда. Давайте откроем. И вот если мы говорим само по себе, что возвращается, да, или в чем вы поставили точку. Вы уже поставили точку, как вам казалось, вот в этой, ну тут у нас на виде немытой посуды, или это каких-то 1000 заданий, или 1000 раз мы для кого-то удобны, а про себя забыли. Вот какая-то подобная ситуация, словно вы в нее соскользнули, хотя перед этим, может быть, и давали себе такой зарок, обещание: нет, туда и не ногой. А вот выходит, что ну нет, вот где-то все-таки и соскользнули. Так вот, что нам карта как совет? А тебе полный вперед. Вы знаете, мои дорогие, вас все равно ждет успех. Есть и поддержка в августе. Ну, видимо, мы все проходим путь проб и ошибок. И так часто бывает, так устроен человек, пока мы сами лбом буквально не ударимся об какую-то ситуацию или, может быть, этот опыт не повторим дважды, трижды, но до нас и где-то не доходит. А вот здесь теперь уже нет никаких сомнений. По шестерке мечей у кого-то это может означать, когда вы переключитесь с одной работы на другую, или вы начнете изучать, знаете, как новые технологии, изучать начнете языки, изучать как возможность, как я могу работать сам на себя или сама на себя. По этой карте мы делаем первые шаги. Но заслуженного успеха карта шестерка мечей. Это тот успех, который пошагово пусть, но он придет потом. И ведь это вот первый шаг, это еще и карта мужества. Да, пусть это только какое-то начало, но это более вдумчивое такое начало. Вы понимаете, зачем вам это нужно. У кого-то из вас, может быть, и вопросы поездок, переездов. Может быть, и вы задумаетесь о поездке куда-то очень далеко, поставите перед собой какие-то новые планы, цели. У вас, правда, проходит какая-то перезагрузка, и карта нам сама говорит, это, знаете, вера в собственные силы. И дает нам совет, что вам важно услышать прямо сейчас. Переверни страницу собственной жизни. Перекладывайте на себя, мои дорогие рыбы и рыбки. Я благодарю, что вы смотрите мои видео, откликаетесь, пишите искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.